Ну что, дорогие скорпионы, настал ваш день, настал ваш день, настал ваш год. Да, дорогие скорпионы, в этом видео я рассказываю ваш персональный гороскоп на ноябрь 2023 года, а также я хочу поздравить вас от души с днем рождения. Да, начиная с 23 октября уже это видео выйдет в сеть, и вы будете справлять свои персональные гороскопы, то есть запускать свой персональный год астрологически, да, то есть будете отмечать свои дни рождения, запускать новые соляры, вспоминать прошлые моменты, желать будущие моменты, где-то ностальгировать, где-то разочаровываться и где-то немножко надеяться, да. Дорогие скорпионы, я желаю вам в вашем персональном новом году, чтобы как можно больше внутренней силы ваши трансформировались в действие и для реализации себя, для как раз-таки получения того самого социального статуса, который вы хотите, для приобретения тех навыков, которые вам сложно даются, для получения той самой глубинной мудрости, которая скрыта в вас, которую вы боитесь раскопать, я бы так сказала, в себе, но эта мудрость вам нужна по жизни, вам необходимо ею пользоваться, да, то есть иметь эту философию. Дорогие скорпионы, я поздравляю вас с днем рождения и желаю, чтобы Новый год, новый соляр прошел удачнее, чем предыдущий. Ну что, дорогие скорпионы, присаживайтесь поудобнее, и я буду рассказывать ваш гороскоп на ноябрь 2023 года. Поехали! Скорпионы, вот по такой аккомпанемент, да, натуральной природы, как раз-таки под вашу морскую стихию, вы вольетесь в свой новый месяц, да. То есть этот месяц, когда вы запускаете соляр, то есть отмечаете день рождения, этот месяц является максимально мощным и активным для вас. Не просто так, ноябрь очень сложный месяц для всех обычных знаков зодиака. Для скорпиона этот месяц не такой уж и сложный, это просто потому, что это ваша стихия. Если вы живете по своему солнцу, события, которые происходят в мире, все меняется, рушится, все происходит по-новому, все тайное становится явным, и вы как бы даже не удивляетесь, потому что вы внутренне это все знаете, вы к этому готовы, вы понимаете, что это ход жизни, и так должно было произойти, да, то есть причинно-следственные связи скорпионы понимают лучше всех, поэтому, дорогие скорпиончики, в этом месяце самое максимальное, что вам необходимо сделать, это как раз-таки наметить себе большой жирный план. План для реализации, который нужно максимально запустить, да. Скорее всего, вам сложно было в коридор затмений, то есть дела не шли, не получалось реализовать то, что планировалось, да, особенно если не получалось внедрить во второй декаде, да, в третьей декаде октября, то необходимо внедрять это сейчас, да, то есть те события, которые промелькали у вас перед лунным затмением, да, то есть это в последние недели октября, вот сфокусируйтесь на этих действиях, потому что ноябрь месяц ваших активных и ярких, мощных действий, да. Эта энергия просто дана вам от природы, то есть в первый месяц дня рождения мы такие активные, мы такие мощные, мы движемся, и у нас есть максимально множество физических ресурсов для того, чтобы внедрить в действие все наши планы. Да, планы сложные, естественно. Когда у скорпиона были какие-то легкие планы? Нет. Планы сложные, планы ответственные. Делать их еще страшнее, чем они есть на самом деле. А что же делать? Необходимо вылазить из своей такой скорлупы и начинать их внедрять. А как говорится, внедрять их необходимо для того, чтобы кто-то не внедрил это с нами, да. Поэтому, дорогие скорпионы, максимально активный план выстраивайте на ноябрь месяц, месяц сильных продвижений как в карьере, так и в личной жизни, потому что чем больше у вас будет внутренних амбиций, тем больше они будут реализованы, тем активнее и яростнее будет проигрываться ваша личная жизнь. Она наполнится страстью, она наполнится эмоциями, и эту энергию как раз-таки вот так вот закультивируется, да, вот начнет эта энергия играть. Поэтому ни в коем случае не стесняемся. В работе внедряем все самое сложное, все самое тяжелое, потому что, напоминаю,
сил будет очень много. Будет много сил, будет много желания, будет много амбиций, естественно, работа получится, работа будет спориться, что, естественно, принесет финансовый такой очень мощный основательный выхлоп. Не скажу, что будут дела эти шатковалка, нет, ваш управитель Плутон как раз-таки перед вашим днем рождения развернулся, и он на ближайшие несколько месяцев будет максимально активен, да, то есть пока он еще в Козероге, необходимо максимально продумать финансовые дела, да, то есть будут старые проекты еще приносить небывалую прибыль, то есть будет много прибыли, капиталовложений, и эта прибыль будет, ну, я бы так сказала, все вложения будут окупаться, да, поэтому здесь ни в коем случае не забрасываем те проекты, на которые вы рассчитывали, которые и так приносили прибыль, просто некая рокировка, изменение своих действий принесут еще большую прибыль, да, то есть приумножат прибыль. Поэтому, дорогие скорпионы, до весны 2024 прибыль будет. В старых проектах прибыль будет, а вот новые проекты необходимо прям внедрять, вот уже прям нет места ждать, да, необходимо будет вам их внедрить, забегая вперед, весной 24-го. До мая 24-го Плутон, ваш прямой управитель, будет в директном движении, он будет двигаться прямо, и все будет вот прям получаться, все будет идти как надо, энергия будет мощная, энергия будет активная, несмотря на то, что, естественно, будет страшно, несмотря на то, что захочется как-то вот не выполнять, да, захочется вот как-то немножко свои амбиции утихомирить, не надо этого делать. Конечно же, такой оголделый оптимизм необходимо так немножко прикрыть и культивировать его в работу. То есть причина, следствие, план выполняется поочередно, да, то есть будет время для работы над ошибками, да, до начала 2024 года, до января, как раз таки, когда еще у нас и Солнце будет в Стрельце, в Козероге, то есть энергия такая четкая, работать по плану, так, на несколько месяцев ближайшие рассказываю, да, по чуть-чуть, так как говорится, потому что мне тут пишут, что хотят гороскоп на каждый квартал, да, и я такая задумалась, потому что на самом деле для людей-бизнесменов это очень такая разумная вещь, да, на несколько месяцев вперед рассказывать, поэтому, дорогие скорпионы, вам немножко про работу рассказала, как вести себя на ближайшие несколько месяцев. Что касается личной жизни, те скорпионы, естественно, которые работают, которые трудятся, которые реализуются, особенно если на вас благоприятно повлиял коридор затмений, вы уже начали предпринимать какие-то попытки, свидания, романы, влюбленности, либо же коридор затмений подсветил лемурную сферу не с очень хорошей стороны, и вы поняли, что вам не нравится, где вы не понимаете, где вы хотите что-то изменить, то, дорогие скорпиончики, скажу вам, что если вы в работе в этом месяце не провисаете, тогда, как говорится, любовная сфера у вас будет бурлить, да? Нет ничего лучше для скорпиона, когда и в бизнесе все хорошо, и тогда и в любовной сфере все прекрасно, да? Потому что страстная энергия необходима как раз-таки для преодоления внутренних трудностей, которые там есть прежде всего в голове, да, то есть мы с вами все живем в определенном обществе, имеем определенные сценарии, на нас давят определенные события, воспитание и тому подобное, поэтому, дорогие скорпионы, вот те установки, которые сидят в голове и не дают развиваться в любви, в отношениях, то есть если вам сложно построить личную жизнь, то как раз-таки вот в этом ноябре то самое время преодолеть все эти сложности. Хоть и будет сложно, будет казаться, что все вас контролируют, будет казаться, что нет тепла, любви, взаимопонимания. И будет вам казаться, что все делают все не так, что все происходит специально, партнер специально портит отношения, лишь бы только все было плохо. Ну нет же, просто есть некое непонимание, и здесь необходимо его выяснить. Просто, как говорится, расставить точки над «и», понять, сесть,
поговорить, как нравится партнеру, как партнеру не нравится, как нравится вам, как вам не нравится. То есть совместные, я бы так сказала, сгладить углы, да, тех моментов, где вам не хочется так жить, да, где вам непонятно, где вас что-то раздражает. Потому что, еще раз напомню, дорогие скорпионы, Венерочка-то будет у нас в весах, да, весь ноябрь месяц. То есть и здесь, как говорится, как раз-таки самое время подтянуть свои партнерские отношения, если же они у вас провисают. Для вас очень важна партнерская реализация. И напомню, любимые скорпионы, что любовь, любовная сфера, вот Морюшка мне не даст соврать, для вас является одной из важнейших сфер для реализации, потому что Скорпиону на самом деле сложно дается партнерская сфера, но в этом-то и есть вся соль, что необходимо как раз-таки партнерские отношения подтянуть. То есть эта сфера должна быть не просто так, вот у меня есть вроде как жена, муж там или девушка, мужчина, вот вроде как есть и все. Нет, там должно быть все гармонично, там должно быть слаженные отношения, там должно быть понятно, там должно быть по любви. Потому что если там не так, то значит и в бизнесе у Скорпиона все понарошку, да? То значит и в бизнесе у Скорпиона не та реализация, на которую Скорпион рассчитывает. Поэтому, дорогие Скорпионы, знаю, что страшно. Знаю, что лезть туда не хочется, что там просто дебри. А что делать? А что делать? Вот пришли мы сюда, в этот мир, для чего? Для того, чтобы быть партнерским знаком, да? Поэтому, товарищ Скорпион, вы у нас партнерский знак, вы у нас знак бизнеса, вы у нас знак всех темных теней, как говорится, внутренних ощущений, да? Вы у нас антиморальный знак, поэтому, дорогие Скорпионы, примите, пожалуйста, свою сущность как есть. Потому что этот месяц, месяц ваших осознаний. И чем больше же вы осознаете, чем больше разных граней вы примете в себе, тем быстрее и качественнее пойдет ваше развитие. То есть оно пойдет не просто вот так вот шатко-валко, оно пойдет, я бы сказала, семимильными шагами, оно пойдет быстро, оно пойдет увереннее, потому что вам самим станет все понятно, и окружающим станет с вами все понятно. Хочу записать большое видео про знак зодиака Скорпион, описание полное, со всеми, как говорится, итогами, да, со всеми вытекающими, для того, чтобы Скорпионам больше себя понять, для того, чтобы понять, что делать, как жить и тому подобное, да. И там расскажу про все сферы жизни Скорпиона, поэтому, дорогие Скорпионы, буквально после выпущенных гороскопов опубликую большое видео про вас, смотрите и, как говорится, мотайте на ус, да, потому что нереализованность для вас в личной жизни напрямую влияет от нереализованности в работе. Точно так же, как и наоборот. Нереализованность в работе напрямую влияет на качество вашей личной жизни. И здесь не может быть такого: я сначала построю себе личную жизнь, а потом я построю себе работу. Да? Типа сначала выйду замуж, а потом все остальное. Или сначала построю бизнес-карьеру, а потом уже женюсь, все такое. Нет, нет, нет. Товарищи Скорпионы, у вас это должно происходить вместе, потому что вы у нас партнерский знак, да? Вы у нас знак бизнеса, и поэтому здесь как раз-таки. Это сложно сразу держать такой баланс, но скажу, что Скорпиону это очень даже возможно. Это мощная сила, это большая ответственность. И это та сила, которая идет не внешняя такая физическая, да, это внутренняя моральная сила, которая у вас 100% есть. Вы родились с большим запасом внутренних сил, огромным, невероятным спектром эмоций. И, товарищи Скорпионы, вот эта энергия вам как раз-таки нужна для реализации себя в этом мире. Что касается сферы здоровья на ноябрь 2023 года, дорогие Скорпионы, конечно же, если же вы примете тактику не развиваться, не внедрять проекты, которые вы хотели, не действовать, а просто подождать, отсидеться, подождать, когда весна придет. Ну, потому что есть такой некий сумбур, что грядет зима, необходимо как бы впадать в такую спячечку, необходимо как бы так замирать. Скажу вам нет, дорогие Скорпионы, для вас этот год начался, и здесь необходимо внедрять. Если же вы бездействуете,
Ну, конечно же, в прямом смысле начинает хворать ваше тело, вы становитесь словно бессильными, словно амебными, вас перестает что-либо радовать. И здесь, я бы так сказала, депрессия наступает от бездействия, от того, что потенциал, который вложен в вас, он не реализуется. Он не принес никакие проекты в жизнь для того, чтобы спасти этот мир. Потому что прямая функция Скорпиона в этом мире, да, спасать людей, спасать мир, зарабатывать деньги, естественно, на спасение, да, как раз-таки внутренние эмоциональные эмоции вытаскивать, поднимать. Поэтому Скорпион, кстати, очень часто есть такая сбитая функция по Скорпиону, да, многие думают, что Скорпионы, они созданы для того, чтобы жалить там или убивать, ну, как истинный Скорпион, да, но на самом деле Скорпион так делает, когда ему больно и сложно, когда ему плохо. Так вот, я желаю вам в ноябре 2023 года, любимые мои Скорпионы, чтобы у вас хватило внутренней мудрости для того, чтобы не жалить, для того, чтобы спасать. Для того, чтобы спасать этот мир, спасать его своими проектами, спасать его своим творчеством, спасать его своими эмоциями, спасать свою жизнь, в конце концов, да, для того, чтобы она стала той жизнью, которая вам будет нравиться. Поэтому, дорогие Скорпионы, месяц для вас на самом деле сложных осознаний, важных действий, месяц, который даст энергию на весь будущий год, и чем максимально активнее вы его проведете, тем максимально активнее пройдет ваш следующий год. С минимальными, я бы так сказала, эмоциональными затратами на мировые события. Поэтому, дорогие Скорпионы, я желаю вам потрясающего первого месяца вашего персонального года. Я желаю его, чтобы вы провели активно, эмоционально и бурно. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я очень рада читать ваши комментарии, отвечать на них. Если же у вас есть вопросы, оставляйте под этим видео, я обязательно на них отвечу. И увидимся, дорогие мои любимые Скорпионы, с вами в следующем видео.